Здравствуйте, меня зовут Юля Сайфан, художник. Я приветствую всех, кто зашел первый раз на мой канал, а также тех, кто подписан на меня давно. И сегодня продолжаю листать этот скетчбук уже третий раз, и будет еще четвертая часть. Эта работа мне не удалась, поэтому я постаралась как-то эту тему проработать. И одну за другой делала вот таких романтичных девушек до тех пор, пока мне это не показалось достаточным, и я не поняла, что с этой темой я справилась. В мою задачу не входило сделать общую композицию из двух портретов. Как видите, это совершенно случайным образом выбранные фотореференсы и по ним работы. Что-то удачно, что-то менее удачно, но таков процесс. Когда прорабатываешь тему, могут быть и взлеты и падения. Техника здесь везде одинаковая, это гуашь и карандаши. Бумага 170 грамм довольно тонкая для мокрых техник, но вместе с этим вполне держала форму. В работе слева мне нравится, как я сделала по цвету кота, таким фиолетовым. Справа этюд более удачный, чем слева. Там все слилось в единый светлый тон. Слева кот Рыжик. Настоящий реальный кот, который любит снег. У меня несколько работ с ним. Понравился мне фотореференс левой работы, но я не рассчитала, что я очень редко практикуюсь с руками, поэтому и не удалось. Портрет Рыжика получился забавным, я попыталась сделать человеческую мимику ему. Как видите, я пробую себя совсем в разном, и мимишные вещи какие-то, портреты делать с упором на цвет и форму. В этом скетчбуке такая гладкая крафт-бумага, я к ней долго привыкала, но наконец, когда уже полностью вошла в работу с ней, она и закончилась. Здесь пыталась работать карандашами, сухой пастелью, но это бесполезно по такой поверхности. Слева тоже тут все осыпалось. Последний лист на сегодня. Покажу вам поближе. Мне нравится, как сблизи фактура работает. Последний лист на сегодня. Как я уже сказала в начале видео, есть заключительная часть этого скетчбука. Выложу ее на днях. Пожалуйста, поставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. До свидания.